Продолжаем знакомство с индийской кухней. И сегодня будем готовить одно из самых популярных индийских блюд. Это чана дал фрай. Но я буду готовить его не из чана дала, а буду готовить его из гороха, потому что чана дал найти у нас невозможно. Ну, горох он, в принципе, тоже бобовый. Так что, ребята, готовим. Надеюсь, что будет вкусно. Попробуем, что же такое. Что это такое вот дал? Горох пересыпаем в глубокую чашку, заливаем его водой и хорошенько промываем до чистой воды. Когда горох хорошо промыли, заливаем его водой и оставляем в покое на 10 минут. Затем сливаем воду, перекладываем горох в кастрюлю и заливаем холодной водой. Из расчета на 1 стакан гороха 3 стакана воды. Добавляем чайную ложку куркумы и включаем плиту. Крышкой не накрываем. Готовим минут 30-40, пока горох не станет мягким. А пока подготовим остальные ингредиенты. Мелко нарезаем чеснок. Также мелко нарезаем имбирь. Мелким кубиком нарезаем лук. У сушеного острого перца удаляем плодоножку, высыпаем все зерна и разрезаем перец напополам. Свежий острый зеленый перец разрезаем, удаляем семена. Я беру вот такой вот небольшой кусочек зеленого перца. Теперь в ступку всыпаю шамбалу и хлопья перца чили. Перетираю все в порошок. Теперь беру 1 большой помидор, делаю крестовой надрез, перекладываю в глубокую кружку и заливаю кипятком. Даю постоять минут 5 и снимаю шкурку. Хотя в индийских рецептах шкурку с помидоров не снимают. Но мне кажется, без шкурки будет лучше. Теперь помидор нарезаем средним кубиком. Горох у меня варился 40 минут. Как видите, он еще держит форму, но уже очень хорошо мнется. Значит, горох готов. Вот таким образом его перемешиваем, чтобы появилась немножко такая тягучая текстура, но чтобы и горошек оставался еще целым. Переходим к финальному этапу. В вок выкладываем топленое сливочное масло. Добавляем туда острый сушеный перец. Также добавляем чайную ложку тмина, перемешиваем, он тут же начинает лопаться. Как только он полопается, туда же добавляем шамбалу с острым перцем, перемешиваем, добавляем чеснок, обжариваем чеснок, пока он не станет коричневым, добавляем зеленый острый перец, лук, прогреваем около минуты. Теперь забрасываем имбирь, перемешиваем. Пассируем еще около минуты, постоянно помешивая. Добавляем куркуму. Теперь сюда добавляют острый перец, но я чувствую, что и так будет очень остро, потому я добавляю пол чайной ложки сладкой паприки. Перемешиваем. Добавляем нарезанные помидоры. Немного соли. Прогреваем около 30 секунд. И добавляем сваренный горох. Как видите, это очень густо, потому добавляем горячую воду и доводим дал до нужной консистенции. Как только дал закипит, варим его еще ровно 3 минуты. Потому спокойно нарезаем кинзу, но у меня, к сожалению, кинзы нет, потому я нарезаю петрушку, а также берем четверть лимона. Выдавливаем в дал сок из четверти лимона. И добавляем по-хорошему кинзу, но я добавляю петрушку. Дал готов, накладываем его в глубокую чашку. А сами тем временем готовим заправку. Растапливаем на маленькой сковородке топленое сливочное масло, добавляем острый перец, перемешиваем и сразу вливаем эту заправку в дал. Такой дал хорошо есть либо с рисом, либо с индийскими лепешками чапатти. Кстати, рецепт этих лепешек есть у нас на канале, ссылка будет в конце ролика и в описании. Вот и все, друзья. Осталось только попробовать. Вначале попробую чистый дал. Ух ты ж! Это очень остро. Ну и попробуем, как делают это в Индии. Добавим дал в рис и попробуем все вместе. Неплохо. Ну да, друзья,
С рисом это, конечно, помягче, но все равно это очень остро. Потому, когда будете готовить дал, ложите вот перец по вкусу. Вот чувствуете, что будет много перца. Ложите вот как вам нравится. Вот любят в Индии, оказывается, острые блюда. Но это действительно вкусно. Это хорошая такая гороховая каша. Можно заменить дал, допустим, горохом, можно заменить чечевицей. Я видел рецепты, где готовят из чечевицы, причем из разных сортов, хотя время приготовления у этой чечевицы разное. Ну вот, ссыпают и готовят. Так что, друзья, не бойтесь экспериментировать. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну а я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. В следующей программе будет у нас китайская кухня. Бор.